Сейчас на календаре первый месяц зимы, но у неутомимых цветоводов уже вовсю идет посевная. Если вы хотите получить более раннее цветение некоторых цветочных культур, о их посеве стоит побеспокоиться уже в декабре. В первую очередь это касается растений с долгим периодом стратификации и растянутым развитием. Есть много красивых цветов, у которых от появления всходов до образования первых бутонов проходит несколько месяцев, а у некоторых тугодумов даже более полугода. Также есть многолетники, чьи сеянцы зацветут только через год. Зато при зимнем посеве ваши растения будут уже достаточно сформированными для удачной зимовки в открытом грунте. К тому же посев на рассаду– это занятие увлекательное и выгодное, так как семена стоят в разы дешевле готовой рассады и взрослых растений. Если вы хотите пополнить свою цветочную коллекцию новыми сортами красивой пеларгонии, ее лучше высевать уже в декабре. Конечно, проще всего размножить этот цветок черенкованием, но для этого надо иметь здоровые маточные растения. Пеларгонию ценят за ее неприхотливость, яркое и долгое цветение. К тому же есть немало сортов с декоративной двухцветной окраской листвы. Цветок подходит для уличного и домашнего содержания. На зиму растения заносят в дом. Чтобы украсить домашний интерьер, в декабре можно посеять галаксинию. Ее семенам необходима стратификация, то есть предпосевная обработка холодом. Семена можно выдержать на нижней полке холодильника в течение месяца. К тому же время от появления всходов до бутонизации у глоксинии занимает не менее 5 месяцев, поэтому ее лучше высевать пораньше. Достаточно долго всходит ампельная бегония. Цветок очень красивый, обильно, ярко и долго цветет, но период развития у бегонии долгий. Тем не менее, эта культура отлично подходит даже для притененных мест. К тому же ее цветы и бутоны не боятся дождей. Бегонию можно выращивать и на улице, и в домашних условиях. Но стоит учесть, что она плохо себя чувствует на постоянном солнце. В декабре еще не поздно посеять эустому. Этот цветок достаточно неохотно всходит и долго развивается. Поэтому профессиональные цветоводы высевают эустому уже в ноябре. Цветок очень востребованный, подходит для открытого грунта и контейнерного выращивания. Эустому также очень ценят флористы, так как из ее цветов получаются шикарные букеты. Но имейте в виду, что семена очень мелкие, неохотно прорастают и требуют освещения. В первом месяце зимы уже приступают к посевам ампельной петунии. Конечно, этот всеми любимый цветок можно посеять и позже. Но для тех, кто хочет получить много кустиков, ранние посевы более выгодные, так как подросшие сеянцы вы еще успеете дополнительно размножить черенкованием. К тому же зацветут вегетативные растения намного раньше. Это же касается ампельной дихондры и декоративно-лиственных колеусов. Зимние сеянцы успеют хорошо отрасти, после чего их можно дополнительно начеренковать. Подобным двойным способом можно размножить ампельный катарантус. Он отлично смотрится и на клумбе, и в кашпо. Подходит для солнечных мест, ярко, обильно и долго цветет. Культура неприхотливая в уходе и сможет украсить вашу территорию на весь сезон. Конечно, при условии, если посевами катарантуса заняться пораньше. Уже в начале зимы многие высевают на рассаду ампельную виолу и вербену. Эти цветы всегда были и остаются популярными в озеленении наших садов. Вазонами с виолой и вербеной легко украсить самые разные места, преобразить вход в дом, террасу или балкон. Они будут радовать своим красочным видом долгие месяцы и зацветут гораздо раньше, если посеять их своевременно. Обратите внимание на такой красивый и засухоустойчивый цветок, как газания. По-другому ее еще называют африканской ромашкой. Газания способна расти на открытом солнце. В тенистых местах ее нет смысла сажать, так как красивые крупные ромашки будут находиться в прикрытом состоянии. Этот цветок зацветет гораздо раньше, если посевы провести в зимнее время. Хотя садоводам северных регионов спешить не стоит.
Газанию лучше высевать в отдельные емкости. Растение имеет стержневой корень, поэтому пикировку и пересадку не любит. Потом долго приживается. Семена мелкие, землей их не присыпают. С поливом тоже надо быть очень аккуратным. Газания не любит повышенную влажность. Еще стоит обратить внимание на освещение. Это касается любой зимней рассады. Без дополнительной досветки сеянцы будут тянуться и чахнуть, а слабая рассада, если и выживет, в будущем особо красивым цветением вас не порадует. Уже в конце осени, в начале зимы приступают к посевам герберы. Цветок очень красивый, но имеет невероятно долгий период развития. Тем не менее, гербера многими любима и отлично подходит для открытых солнечных мест и домашнего содержания. Кашпо с герберами украсят любой интерьер. Горшочки с цветущей герберой также можно подарить своим родным и знакомым. Такой подарок, как по мне, гораздо лучше срезочных цветов. Украсить на весь сезон свой сад и самые разные места можно с помощью ампельной калибраха. Этот эффектный цветок лучше высевать пораньше, особенно если вам важны ранние сроки цветения. Существует много красивых сортов и расцветок калибраха. Кустики великолепно смотрятся в подвесных кашпо сами по себе и в цветочной композиции. Очень эффектные махровые калибраха, цветки которых похожи на некрупные пестрые розочки. Зимой можно приступать к посевам многолетних цветов для открытого грунта. Многим из них важна долгая стратификация и приступают к ней уже в декабре. Это касается лаванды и дельфиниумов. Предварительная обработка семян холодом необходима флоксом и примулом. Это важно для таких цветов, как горячавка и аквилегия. Также в декабре можно посеять гехеры и астильбу. Эти неприхотливые многолетники отлично подходят для тенистых садов. А для солнечных цветников подойдут колокольчики и ирисы. В начале зимы можно посеять неприхотливый морозник. Столь ранние сроки будут способствовать хорошему формированию растений, что поможет им быстро прижиться и удачно перезимовать в открытом грунте. А такой полезный и красивый многолетник, как эхиноцея, при посеве в декабре даже успеет зацвести летом следующего сезона. Своим ярким цветением вас обязательно порадует неприхотливая гвоздика шабо. Только зацветет она не раньше, чем через 5 месяцев от посева. Хотя, если вам удастся купить семена гибридной гвоздики, ее сроки от сходов до бутонизации короче на месяц-полтора. С их посевом можно не спешить. Это растение в средней полосе многие выращивают как однолетник. Но если выкопать кустики и занести гвоздику в прохладное помещение, ее удастся сохранить и начеренковать. Таким образом, вам не понадобится выращивать этот цветок на рассаду. Если у вас получится достать семена красивых сортов многолетнего шалфея, их тоже можно посеять пораньше, с тем, чтобы потом подросшую рассаду дополнительно расчеренковать. Шалфей очень хорошо черенкуется, и мне кажется, что таких растений в саду много не бывает. Из шалфеев получаются шикарные, малоуходные, обильно цветущие бордюры, которые будут красиво смотреться весь сезон. С помощью зимних посевов еще можно размножить неприхотливый красочный гелениум и гайлардию. В открытый грунт рассаду пересаживают, когда минует угроза возвратных заморозков. И не забудьте про такой очаровательный, не банальный цветок, как кальциолярия. Он подойдет для уличного и домашнего содержания. Необычная форма, пестрая окраска и длительное цветение принесли кальциолярии широкую популярность. И подобных красивых цветов, которые надо высевать уже в декабре, еще очень много. Но в заключении я хочу добавить, что для любых зимних посевов важно соблюдение оптимального температурного режима и досвечивания, иначе качественной рассады вы не вырастите. Просто посеять цветы и поставить их на подоконник – это плохое решение. Там прохладно и недостаточно света.
Учтите, что сеянцы придется обеспечить хорошим освещением не менее 12 часов. Но у ранних посевов тоже много своих плюсов. Ваши цветы зацветут гораздо раньше. Причем многие культуры вы успеете дополнительно размножить черенкованием и получить гораздо больше растений. Поделитесь своим опытом в комментариях. Какие еще цветы вы можете посоветовать для посева в начале зимы. Не забудьте также подписаться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если эта информация была вам полезной, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на нашем канале Добрый сад.